Кипр – остров солнца и моря, древних легенд и современного уюта. Здесь встречаются золотые пляжи и горные тропы, шумные набережные и тихие деревушки. Люди приезжают сюда за теплым морем, вкусной едой, историей и, конечно же, за тем самым чувством, что время вдруг замедляется. Если бы мы снимали выпуск о туризме 10 лет назад, то он был бы совершенно другой. Здесь были бы пенсионеры и очень скучные локации. Но сегодня ситуация изменилась. В этом выпуске мы постараемся охватить рынок туризма на Кипре со всех сторон. Начнем с аэропорта, мы расскажем, почему они расширяются и сколько туристов прилетает на остров в этом году. Далее рассмотрим локации и отели от люксовых отелей в Лимассоле до бутиковых отелей в Тродосе. Расскажем о каждом регионе, какие активности вы можете использовать, как отдыхать с детьми, как отдыхать в спортивном стиле, какие рестораны посетить, где вкусно покушать и, самое главное, как приятно провести время на Кипре. Кроме всего, мы затронем инвестиционную привлекательность туристической отрасли и детально разберем, куда инвестировать и сколько можно зарабатывать на туризме на Кипре. Поехали! Когда прилетаешь на Кипр, первое, что ты видишь, это аэропорт и чувствуешь запах морского бриза и жаркого воздуха. Сегодня мы постараемся дать понимание, что делают миллионы людей, которые прилетают на Кипр на этом солнечном острове. Самое главное правило для приезжающего туриста на Кипр – это собственные колеса. На острове практически отсутствует общественный транспорт, и для того, чтобы увидеть все красоты, это просто обязательно вам нужно, чтобы у вас была машина. Сегодня мы воспользуемся машиной наших партнеров компании Sixt. Когда вы берете автомобиль в аэропорту Ларнаки, не забудьте, что руль находится с правой стороны. Из Ларнаки самый популярный маршрут в туристическом Кипре – это маршрут в Айанапу. Сегодня у нас совсем нестандартная погода. Если вы видите за окном, там просто туман. Градусники показывают 26 градусов, и именно поэтому, мне кажется, такой туман. Сейчас мы приедем в Айанапу, нам осталось 31 километр до Ниси-Бич, и посмотрим, что такое самый известный и красивый пляж Кипра. Пляжи Айанапы славятся своим необычным песком. Он очень мелкий, почти как пудра, потому что состоит в основном из крошечных частиц ракушек и кораллов, перемолотых волнами за тысячи лет. Солнечные лучи проходят сквозь чистую толщу воды, отражаются от белого дна и подкрашивают море яркими голубыми бирюзовыми тонами. Все начинается с самого красивого пляжа Кипра. Это Ниси-Бич. Вы только посмотрите на голубую воду, на белый песок, который находится здесь. Начиная с конца мая, пляжи Айанапы, Ниси-Бич, Фиг-Три-Бэй и так далее, они наполняются людьми. Здесь очень большое количество молодежи и большое количество развлечений для нее. Это бары, рестораны, разнообразные таверны, все, что можно только представить. И даже аквадискотеки и пенные дискотеки, которые проходят прямо на пляже в дневное время. Еще чуть-чуть, солнце дойдет до зенита, станет совсем жарко, и на пляжах зазвучит клубная музыка, а молодежь пойдет на пенные вечеринки. Айанапа – рай для тех, кто не хочет ограничиваться просто ленивым отдыхом. Здесь почти на каждом крупном пляже работают центры водных видов спорта. Можно взять гидроцикл, покататься на банане, попробовать вейкборд или полетать на парашюте над морем. Любители подводного мира отправляются на дайвинг. Самые популярные места погружения находятся у морских пещер на окраине города, где в скалах скрыты подводные гроты и арки. Для фото и прогулок на лодке есть знаменитый мост любви, природная арка, уходящая прямо в море. Рядом голубая лагуна, куда можно добраться на катере и насладиться купанием в воде невероятного бирюзового цвета. Лето на Кипре – это целая масса
позитивных эмоций. Это невероятное количество активностей, которыми вы можете заниматься. Поехали. Айя-Напа – один из самых популярных пляжных курортов Кипра. Здесь более 175 отелей и апартаментов, а одновременно город может принять около 27 тысяч гостей. В разгар сезона с июня по август курорт буквально кипит от жизни. Сюда приезжают сотни тысяч туристов. Например, в 2023 году Айя-Напа приняла более 1,5 миллиона гостей. И вот почему это важно. Именно в связи с сезонностью, стремлением к устойчивому развитию, здесь был запущен амбициозный проект Айя-Напа Марина. Строительство Айя-Напа Марина началось в 2016 году и стало одним из самых амбициозных проектов на Кипре. Это одна из самых крупных частных инвестиций в 250-300 миллионов евро. Марина способна принять до 600 яхт, 360 на воде длиной по 85 метров, 160 в сухом хранении dry stack и еще 80 на берегу. На территории запланировано 2 жилые эффективные башни высотой более 100 метров с 220 апартаментами. Одна готова и одна в стадии строительства, а также 35 роскошных вилл на берегу и искусственном острове, каждая с собственным причалом. Марина Айя-Напа – это жемчужина в курортном потенциале полностью всего региона Айя-Напы. Кроме всей инфраструктуры, которая есть в Марине Айя-Напы, здесь есть удивительное строение, которое называется концертный зал Айя-Напа Марин. Пойдемте посмотрим, как он выглядит. Как человек, который увлекается современной архитектурой, я просто вижу от восторга, когда вижу современную архитектуру на Кипре. И концертный зал Айя-Напа Марины именно такое сооружение. Если будете в Марине Айя-Напа, обязательно придите сюда и посетите одно из мероприятий, которые происходят здесь. Мы уже делали обзор апартаментов в Айя-Напа Марине, а также вилл с видом на белоснежный пляж. Сегодня мы снова здесь и не можем не поделиться с вами этими великолепными видами, которые открываются с высоты птичьего полета. Ну а если вы хотите приобрести апартамент с приятным бонусом, обязательно напишите нам. Сегодня у нас апартаменты 0702, 7 этаж с видом на закат. Попадаем в просторные апартаменты, сюда уходит спальная зона, и это стандарт Айя-Напа Марины. Здесь вы можете останавливаться, не боясь, что это будет как-то некомфортно, нехорошо. Одной из самых ценных фишек любой современной архитектуры, в том числе Айя-Напа Марины, является внешнее пространство. Находясь на вот такой вот террасе открытой, вы можете наслаждаться бескрайними видами на море, прекрасными пейзажами и всегда ощущать свежий воздух. Вот сейчас на улице порядка 36 градусов. Жарко невозможно. Это лето на Кипре. Но, находясь здесь, на 7, 14, 13, 15 этаже в Айя-Напе Марине, ты ощущаешь свежий бриз и дыхание ветра. Просто прекрасное состояние. Кроме апартаментов в Айя-Напе Марине можно жить в виллах. Это невероятное творение архитектурной мысли, очень большие просторные пространства. Здесь есть персональный пляж, который вы можете использовать для себя и своих друзей. Вот. И эти виллы – это действительно классное место для того, чтобы отдохнуть. Обзор виллы, кстати, вы можете посмотреть на нашем канале. Мы делали очень подробный и качественный обзор таких вилл. Что я хочу сказать? В самой башне арендовать апартаменты можно от 250 евро за сутки, а виллу можно арендовать от 750 евро за сутки. Если вы решаете, куда поехать отдохнуть, я очень рекомендую вам приехать в Айя-Напа Марину и действительно отдохнуть на Средиземном море по высшему разряду. А прямо сейчас отправляемся к моему другу, который не просто продолжил традиции пивоварения на Кипре, но и привнес в них свое уникальное видение и неповторимый вкус. Привет, Тарас. Привет, Сергей. Расскажи мне, как у вас тут все устроено и вообще, что здесь в этом зале находится? Ты сейчас на пивоварне. У нас это дегустационный зал, небольшой музей. И мы тут собрали коллекцию старых бокалов. Мы показываем музей, дегустацию и производство. Как вообще родилась идея открыть пивоварню на Кипре? Я сам художник. У меня рекламное агентство, и я просто работал с большими пивоварнями. Я знаю, как большие пивоварни боятся маленьких. Они никогда не могут с ними конкурировать ни в качестве, ни в сервисе. Когда мы узнали, что есть пивоварня, которая закрыта и не работает, мы ее посмотрели, она в прекрасном состоянии, и мы решили сюда проинвестировать и поднять кипрское пивоварение на следующий уровень. В этом выпуске мы изначально хотели показать не только красивые места, но и бизнесы, которые развиваются на острове и делают его еще привлекательнее для туристов. Это и винные маршруты, и другие не менее увлекательные мероприятия. Конечно, охватить все в одном выпуске невозможно, поэтому мы обязательно подготовим отдельный и очень интересный материал об этом в будущих сериях. В общем, Тарас, за тебя. Спасибо. Завтра я с 2-3 баклажками
буду стоять под пивоварней. В ожидании налива. В ожидании налива лимитированных серий. Вот. А если вы хотите действительно почувствовать классный вкус, не стесняйтесь и заезжайте сюда на Окта Брювери. До встречи. Для человека, который живет на острове уже 12 лет, со временем меняются приоритеты. Появляется размеренный ритм, любимые тихие уголки и привычка искать уединение. Поэтому, если честно, Айанапа не то место, куда мы регулярно ездим всей семьей, чтобы провести время. Честно говоря, я не был здесь уже давно, если не считать рабочих поездок. Но сегодня все будет иначе. Вас ждут абсолютно искренние и органичные эмоции, которые мы проживем вместе. Мы отправляемся изучать ночную жизнь одного из самых знаменитых курортов Кипра. Если вы думали, что... За мной какие-то крики. Если вы думали, что это город для жизни, то это совсем не так. Айанапа живет всего 4-5 месяцев в году, когда здесь туристический сезон. Сюда приезжают все туристы, которые приезжают в Ларнаку. Это город бюджетного отдыха. И если вы думаете, что за мной все выглядит не очень, и это все очень страшная архитектура, то вы ошибаетесь, потому что вечером все будет по-другому. И это место преображается полностью в новый, совершенно удивительный город. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит внутри. Пошли. Бар-стрит – улица, где на несколько сотен метров тянется вереница баров, клубов и лаунжей. Здесь музыка не смолкает до самого утра, каждые несколько шагов новая атмосфера. От спокойных коктейль-баров с живой музыкой до многотысячных танцполов под открытым небом. В общем, если говорить о том, что здесь сколько стоит, то средний коктейль стоит 7 евро. За 7 евро вы сможете выпить шот или какой-то дешевый лонг-дринк. И да, стоит недорого. В принципе, вы можете найти куски пиццы по 3-4 евро за кусок и в свободном доступе это все съесть. Зазывал очень много, они практически стоят на каждом углу и тянут вас к себе в клуб. Есть клубы с очередями, и это очень популярно. Вот, например, как сейчас, прямо вот за мной клуб Бенкор. А есть клубы, в которые никто не хочет идти, даже если там танцуют аниматоры. Вот такой вот бар-стрит в Айанапе. Для любителей драйва есть и аттракционы. Парк развлечений Парко Палаццо с его знаменитым слингшотом, катапультой, которая выстреливает вас в небо на высоту 90 метров всего за пару секунд. Это удивительное место, потому что если вы хотите попасть в 90-е годы, например, в Кирилловку или в какой-то старый парк развлечений, то вам однозначно сюда, в вечернюю Айанапу, которая наполнена молодежью, людьми, приехавшими со всех концов мира и веселящимися на полную катушку. Принимают только кэш. Хорошо, что у меня есть чуть-чуть кэша. Я попридержусь. Да ты просто вообще посмотри. На самом деле, аттракцион машинки – это психологическая возможность разрядиться и сбросить уровень кортизола до минимума. Вот, поэтому не отказывайте себе в простых радостях. Айанапа – это целый набор эмоций, которые вы можете получить как днем купаясь на лучших пляжах Кипра, так и вечером посетив бар-стрит, пройдя миллион разных заведений и окончив свой вечер в прекрасном лунопарке, вспоминая свое детство. Для меня это путешествие куда-нибудь в мое детство, в мою юность, когда мы совершенно ни о чем не заботились и позволяли себе испытывать настоящие эмоции. Я желаю, чтобы все вы подумали сейчас о том, какие эмоции
были у вас в вашу юность и дали волю этим воспоминаниям, погрузились в эти воспоминания и получили действительно кайф от этих воспоминаний. А мы едем дальше. Совсем рядом от Анапы в Ларнаке проходит ежегодно фестиваль электронной музыки, который называется Bionix. Это большой фестиваль электронной музыки, который собирает тысячи, десятки тысяч людей, которые приезжают со всего мира для того, чтобы здесь отдохнуть. Это такой маленький прототип Burning Man на Кипре. И если вы хотите заняться гостиничным бизнесом или интересным бизнесом в сфере туризма, то обязательно напишите нам, и мы с вами обсудим интересную идею создания Escape отеля непосредственно здесь, в районе Айанапы, на красных марсовых таких полях в стиле Mad Max, в формате стимпанка, с предоставлением гостям багги, который будет доставлять их на фестиваль электронной музыки или на пляжи. Вот. И выглядит это будет просто сказочно. Напишите нам. Если Айанапа – это место, где встречают рассвет из моря, то Пафос – город, где провожают солнце и снова в море. По непроверенным данным, местные закаты занесены в наследие ЮНЕСКО. И глядя, как солнце медленно тонет в море, в это легко поверить. На часах у нас 9:30, на градуснике плюс 31 градус. Июль в Пафосе прекрасен. Пафос находится на самой западной точке острова, а это значит, что температура в этом городе всегда на 4-5 градусов ниже, чем в любой другой туристической точке Кипра. Мы находимся с вами на набережной Пафоса. Это одна из самых длинных набережных на Кипре. Длина этой набережной составляет порядка 30 километров. Именно поэтому с утра здесь огромное количество людей. Они занимаются спортом, гуляют и наслаждаются невероятными видами моря, которое открывается, конечно же, с побережья Пафоса. Где жить и как отдыхать в Пафосе? Если говорить о туризме, то Пафос занимает второе место по количеству туристов на острове и первое место по количеству потраченных денег на острове. Поэтому основная масса туристов с деньгами отдыхают в Пафосе и проводят время именно в этом регионе. И это неудивительно, потому что я считаю, что в Пафосе наиболее большая вариативность пляжей, которые находятся на Кипре. Здесь вы можете отдыхать как на песчаных пляжах, так и на каменных пляжах. И еще масса вариантов пляжей, которые вы можете здесь найти. Если вы приезжаете в Пафос на отдых, то вам необходимо выбрать отель, в котором вы остановитесь. В Пафосе, конечно же, огромное количество отелей. За последние 10 лет количество отелей утроилось, и сейчас вы можете выбрать любой отель на свой вкус. Он может быть на первой линии, на второй, на третьей, либо в предгорье. Средняя цена аренды отеля будет составлять примерно 200-230 евро в сутки. Если вы будете арендовать что-то более высокого уровня, например, отель 4-5 звезд, и это будет не стандартный номер, а номер Junior Suite или Люкс, то цены стартанут от 450 евро за ночь и будут доходить до 1500 евро за ночь за прекрасный люкс с видом на море и хорошей разветвленной инфраструктурой в отеле. А если вы поедете чуть-чуть выше в горы, то стоимость отелей начнет падать, и вы сможете арендовать отель за 250-450 евро в сутки с завтраком, включенным в стоимость этого отеля. Если же вы хотите обеспечить себе более бюджетный отдых и не так много тратить деньги, я рекомендую обратить внимание на апарт-отели. Вообще, апарт-отели – одна из моих любимых тем. У нас есть уже видео на канале об апарт-отелях, вы можете его посмотреть. А если вы хотите получить консультацию и разработать новый проект, то мы вам можем помочь от разработки идеи, планирования строительства, самого строительства и операционного управления этим отелем. Просто напишите нам. Ну и, конечно, если вы посмотрите на то, чем занимается основная масса туристов в Пафосе, то это тюленей отдых на пляже. Когда вы приезжаете в красивый отель, ложитесь на прекрасный лежак и с удовольствием смотрите в синюю, голубую даль, понижая свой уровень кортизола и убирая стресс из своей жизни. Пафос предлагает отдыхающим немало интересных мест для пляжного отдыха.
Здесь есть побережье для серфинга, например, пляжи Сэнди-Бич и Потима-Бич. Удивительный Лара-Бэй – место, куда раз в году приплывают морские черепахи. Практически народный городской пляж Венус с песочным берегом и волнорезами, которые позволяют купаться даже в неспокойном море. А еще есть пляжи «Находка» для молодых и активных. Еще одно классное место, которое вы обязаны посетить в Пафосе, это место называется Кабана. Пойдемте посмотрим. Он удобно расположился на пляже Гироскипа. Как вы видите, здесь классный песок, а море оборудованы волнорезы для того, чтобы море было безопасным и уютным. Здесь вы можете арендовать лежак и комфортно и качественно насладиться отдыхом на Средиземном море, которое прямо шепчет в июле месяце в Пафосе. Я хотел бы рассказать вам об одном действительно удивительном месте. И это уже не столько про туризм, сколько про тех, кто живет на острове и по-настоящему ценит качество жизни. Минтис – один из лучших гольф-курортов на Кипре, который завоевал сердца многих. Честно говоря, я уже потерял счет всем видео, которые мы сняли на нашем канале именно об этом месте. Я снова отправляюсь туда, чтобы поиграть в гольф и поделиться с вами атмосферой этого уникального курорта. А мы находимся с вами в предгорье Тродоса. Буквально за мной вы увидите вершины горной гряды Тродос, которая находится на Кипре. И здесь очень хорошая погода для того, чтобы заниматься гольфом. Сейчас июнь, мы с вами находимся на высоте 650 метров над уровнем моря, и чувствуется свежесть. Вы можете продолжать играть в гольф даже в летнее время. Но самым лучшим временем для игры в гольф в Пафосе можно выделить период с октября по апрель месяц, потому что в самые зимние и суровые месяцы в Англии и в Европе здесь вы будете наслаждаться прекрасным солнцем и прекрасной погодой для игры в гольф. Минтис – один из самых известных и престижных гольф-курортов острова, расположенный примерно в 30 минутах езды от Пафоса. Курорт славится живописной природой, ухоженными полями и высококлассной инфраструктурой. Он занимает просторную территорию в 500 гектар среди холмов и сосновых лесов, создавая атмосферу уединенного отдыха и идеальные условия для игры. Поле для гольфа в Минтисе – это поле на 18 лунок, спроектированное по самым современным стандартам. Оно подходит как опытным игрокам, так и новичкам, желающим познакомиться с игрой. Разнообразие рельефа и продуманное расположение лунок делают игру интересной и захватывающей. Кроме гольфа, на территории курорта работает комфортабельный клубный дом с рестораном и баром, где можно отдохнуть после игры и насладиться местной кухней, а также магазин профессионального оборудования и тренировочные площадки. Но Минтис – это не только про спорт. Это место для отдыха всей семьи, а также возможности для корпоративных и частных событий. Если вы ищете сочетание элитного отдыха, спорта и природы рядом с городом, Минтис станет отличным выбором. Находясь здесь, вы берете клюшку, берете мячики и наслаждаетесь прекрасной игрой в гольф. Когда-то очень давно и в течение длительного времени курорт Коралл-Бэй, расположенный примерно в 11 километрах к северу от Пафоса, был одним из самых популярных туристических мест на острове. Сюда приезжали со всего мира. Особенно полюбили это место британцы, многие из которых так и остались здесь жить, расселившись вдоль живописного побережья и красивой бухты. Этот курорт славится своим спокойным ритмом жизни, чистыми пляжами и уникальной атмосферой, которая привлекала тех, кто ценит уединение и природную красоту. Со временем развивались другие города и отельный бизнес. И хотя Коралл-Бэй не опустел полностью, поток туристов здесь стал меньше, чем раньше. Однако в последние годы район переживает новый рассвет. Местные рестораны и отели провели масштабные реновации. Это придает курорту новую свежесть и привлекательность. Конкуренция всегда способствует развитию, и я уверен, в ближайшем будущем Коралл-Бэй засияет по-новому. Говоря о регионе Пафос как о туристическом месте, конечно же, нельзя не упомянуть о целой части Пафоса, которая относится к городку Пея. Здесь вам и регион Коралл-Бэй с его песчаным пляжем, и морские пещеры, регион Си Кейвс, в котором мы находимся сейчас, где есть удивительно приятные лагуны, маленькие пляжики и белые камни, на которых очень комфортно отдыхать летом. Кроме всего, здесь проходят фотосессии известных модных журналов Le Officiel, Harper's Bazaar, Vogue, снимаются фильмы и проходит очень много мероприятий, которые вы можете здесь организовать.
Морские пещеры – одно из самых популярных мест для людей, которые приезжают проводить свадьбу на Кипре. Буквально в паре километров отсюда, от этого места, находится также удивительное ранчо. Называется оно ранчо Джорджа. Приехав туда, вы можете взять лошадь и на закатном солнце проскакать по белым камням, создав удивительное настроение и запечатлив ваши эмоции на всю оставшуюся жизнь, потому что здесь действительно удивительно. И отдыхая здесь, находясь здесь, просто гуляя здесь с детьми, либо со своими любимыми людьми, вы получите невероятное удовольствие. А сейчас пойдемте, я покажу вам, как выглядит город в городе Кэп-Сент-Джордж, там, где вы сможете уже более цивилизованно провести свой курортный вечер. Как вы знаете, море на Кипре занимает первое место по чистоте, качеству воды и качеству пляжей. Если вы приезжаете на Кипр и увидите пляжи, которые отмечены голубым флагом, он выглядит как украинский сине-желтый флаг, то знаете, это самый чистый пляж в мире. В этом районе активно развивается строительство, и если вы думаете о том, чтобы переехать на райский остров Кипр, оптимизировать свои налоги и найти себе классное место жизни, напишите нам, и мы свяжем вас с нашими лицензированными агентами, которые помогут подобрать самый лучший вариант виллы, который вы только можете представить. Чем классно останавливаться в отеле Кэп-Сент-Джордж, так это тем, что здесь есть wallet-паркинг. Вы приезжаете, отдаете ключики профессионалу, и ваша машина будет в целости и сохранности. Когда на территории твоего города, в городе находятся все возможные активности, здесь и 5 ресторанов, и салоны красоты, спа, всевозможные развлечения, консьерж-сервис и, конечно же, свой бич-клаб. И раз уж вы добрались в Кэп-Сент-Джордж, я очень советую всем проехать буквально на 2 километра дальше к острову Святого Георгия и найти скрытую марину. Если вы попадете туда в 5:30 утра, вы встретите рыбаков, которые только что пришли свежим уловом рыбы, и сможете купить самую свежую и вкусную рыбу на острове, которую можно найти только в руках у рыбаков. Если вы придете туда на закате, то вы увидите невероятный закат. А если вы пойдете туда в дневное время, то можно арендовать парусную яхту и с удовольствием провести время в море под парусами и с классным ветром. Снова вернемся в Пафос. Многие считают, что это город слишком спокойный для ночной жизни, но это совсем не так. В 2017 году Пафос стал культурной столицей Европы. Это дало возможность провести масштабную реновацию старого города Ктима Пафос. Ближе к вечеру оживают улочки старого города, и из баров и ресторанов доносятся звуки музыки, зажигаются огни, наполняя атмосферу теплом и уютом. Здесь найдутся шумные места для веселых встреч с друзьями и тихие уголки, где можно просто насладиться беседой и видом на вечерний город. Так, перед тем, как мы пойдем в старый город, я расскажу одну историю. Мы переехали на Кипр в 2013 году, и 2013, 2014 и даже 2015 год здесь практически ничего не менялось, и что-то нужно было делать. Муниципалитет города принял стратегически важное решение оживить этот город. Они сделали ремонт, отреконструировали все рестораны, магазинчики, и город наконец-то был готов принять людей, но почему-то люди сюда не шли, и город очень долго оставался пустым. Таким пустым вы его можете посмотреть днем, когда здесь никого нет, и вы будете ходить как по мертвому городу. Но когда мы переехали на Кипр, где-то в году 2018, мы решили провести классное мероприятие с группой инициативных и киприотов, и экспатов, которые сюда переехали, и сделали ивент, который назывался «Walking in the Center of the City». Это было мероприятие, которое объединило людей с единственной целью узнать, что творится в старом городе. Тогда, в 2018 году, город впервые на 2,5 часа, но наполнился большим количеством людей. И это было очень красиво, и все радовались, и мы думали, когда же случится момент, когда старый город заживет. И вот он случился. 2025 год. Старый город наполнен массой классных мест, ресторанов, баров, магазинов и мастерских, которые изготавливают невероятные сувениры и продают античные вещи. Есть талантливый оператор. Вот, давай, Кирилл, мы снимем Лешу, пока он убегает. Вот, смотрите, он вот так вот обычно работает. Но вечерами в определенные дни по очень секретному коду
Леша выступает в одном из ресторанов в старом городе. Пойдем, покажем. Happy birthday, dear. Happy birthday to А вот, знаете, хорошо, когда приходишь в старый город и ходишь по заведениям, хорошо, что я не один. Потому что вот такие прекрасные две пиццы я бы сам, конечно же, не съел бы. А показать хочется, потому что здесь находится один из лучших пиццериолов Пафоса. И пиццу они пекут в печи по древнему итальянскому рецепту. Поэтому пицца получается, ну, просто вкуснейшая. А пиццу мы едим, конечно же, с пивом моего хорошего друга Тараса, о котором вы смотрели буквально несколько сюжетов тому. Когда я переехал на Кипр, я сделал выбор в пользу жизни в Пафосе и ни разу об этом не пожалел. Мне никогда не хотелось переезжать в другие города острова. Не потому, что Пафос лучший, а потому, что мы с ним просто совпали. Но есть еще одно место, которое украло частичку моего сердца. И это район Лачи и Памос. Маленький курорт на северо-западном побережье Кипра в районе Пафоса. Чистые пляжи, живописные бухты и почти полное отсутствие туристов, даже в разгар сезона. Идеальное место, чтобы сбежать от суеты и просто побыть у моря. Прямо за поселком начинается полуостров Акамас, охраняемая природная территория и один из самых диких нетронутых уголков острова. Здесь нет отелей, нет трасс и привычной инфраструктуры. Только скалы, сосновые леса, горные тропы и кристально чистое море. Это место, куда массовый туризм пока просто не добрался. Акамас удивляет своей природой. Здесь встречается более 500 видов растений, включая редкие орхидеи, эндемики и ароматные травы. Здесь можно увидеть много животных, особенно если двигаться тихо и с интересом к деталям. Подводная жизнь у берегов Акамаса не такая яркая, как, скажем, в Египте или на Мальдивах. Здесь не будет коралловых рифов или стай тропических рыб. Но и в этих водах можно встретить кое-что интересное. Осьминогов, скатов, морских звезд, рыб-попугаев и даже морских черепах. А особенно если взять с собой маску и поплавать в небольших бухтах с прозрачной водой. А если вы гурман, то море может предложить вам морских ежей в паре с шампанским. Мы отправились в Голубую лагуну, один из самых известных и красивых уголков Акамаса, на собственном катере. Чуть позже расскажем, как арендовать катер, что нужно знать заранее и на что стоит обратить внимание. Добраться до Голубой лагуны можно разными способами. Первый, самый популярный, по морю. Из порта Лачи ежедневно ходят экскурсионные катера. Это удобно, если вам комфортен формат групповой поездки и фиксированного маршрута. Второй способ – аренда катера или моторной лодки. Такой формат дает свободу. Вы сами выбираете маршрут, время остановок и можете побыть наедине с морем. Третий вариант по суше. До определенного участка можно доехать на машине, но ближе к лагуне дорога становится довольно сложной. Здесь уже нужен внедорожник, багги или пеший поход. Есть и трекинговые маршруты, например, от купальни Афродиты. Это для тех, кто любит ходить пешком, не боится потратить пару часов на дорогу и хочет почувствовать красоту Акамаса шаг за шагом. Пейзажи по пути действительно того стоят. Ну и 10 тысяч шагов вы тоже пройдете. Какой бы способ вы ни выбрали, Голубая лагуна точно запомнится. В такие места просто влюбляешься с первого взгляда. Это и есть тот Кипр, к которому хочется возвращаться. Lachie Watersports radio check on Dave Deneuve. Loud and clear. Thank you. And obviously you've got a couple more switches. These are nav lights and whatnot. Same goes for the firebox. The captain has it in neutral. The engine is still on. And the nose of the boat is pointing into the wind. Because sometimes they have a little bit of damage. And when you come back, you just want to make sure that you're not blamed for any damage that was already there. Ага, So you окей. always have that photo and be like, oh yeah, it was already Alright, there. let's make. To turn the engine on, If I want to switch off. if you keep it at the max volume, Вот, в общем, сейчас мы выходим с специалистом из марины. Как вы видите, здесь очень много яхт, поэтому они перестраховываются, чтобы не столкнулись лодки. И совсем скоро я займу пост капитана и двинем в сторону Голубой лагуны.
Вообще для того, чтобы взять лодку, необходимо ее забронировать. Желательно это делать заранее, за 2 недели, дней 10, потому что спрос очень высокий и необходимо забронировать ту лодку, которую вы хотите. Во-вторых, ты приходишь, оплачиваешь остаток после предоплаты и где-то 20 минут заполняешь бумаги для того, чтобы полностью указать, что ты берешь ответственность на себя, что какие есть риски по лодке, какие зоны можно посещать, какие нельзя посещать, что у тебя на борту и как вы будете проводить время. После этого подписания идет инструктаж на лодке, примерно 20 минут, показывают все, как устроено, на какой канал выходишь, проверяют связь с центром и выводят вас из марины. А теперь посмотрите, как красиво. По деньгам такая лодка обойдется примерно в 330 евро за 4 часа. Много информации о регионе Лачи и полиса, в котором мы находимся. Это северо-западная точка острова. Здесь прекрасные закаты, которые уходят в море. Этот регион является одним из наиболее перспективных и незаселенных на Кипре. Здесь в основном находятся фермеры, сады, большие лесные массивы, и живет совсем немного людей. Поэтому этот регион очень привлекательный для туристов, потому что здесь нет вот этого вот наплыва и огромного количества людей, которые вы можете увидеть на пляжах в Айанапе, в Ларнаке, в Пафосе и даже в Лимассоле. Регион состоит из нескольких частей. Мы с вами сейчас находимся в Голубой лагуне. Голубая лагуна — это на самом деле жемчужина региона Пафос. Здесь море невероятно красивого цвета, как будто бы вы находитесь на Сейшелах. А мы взяли лодочку, как вы видите, приплыли сюда с детьми, и буквально в течение 4 часов мы продолжали купаться и наслаждаться таким вот очень спокойным и активным, приятным морским отдыхом. Если вы выбираете эту часть региона, то здесь можно, кроме лодки, взять много других спортивных аксессуаров, которые вы можете использовать для водных видов спорта. Это и джетски, и сибобы, и бананы. Цены варьируются от 130 евро за 2 часа до 3,5-5 тысяч, если вы берете яхту «Азимут» и наслаждаетесь отдыхом в люксовом формате. Кроме всего, здесь находится большое количество пляжей, от скальных пляжей до песчаных пляжей. Вы можете выбрать любой, который вам по душе, и наслаждаться, наверное, одним из самых качественных морских отдыхов в мире. Если вы выбираете отельный отдых, то самым ярким отдыхом на этом побережье будет выбор отеля «Анаса». Наверное, самый лучший отель на Кипре, 5-звездочный, с невероятной инфраструктурой. Ровно за мной вы видите большое количество туристов, которые радуются, машут и наслаждаются летним активным отдыхом в Голубой лагуне. Если уехать подальше в регион полиса, то там можно найти пляж на берегу в эвкалиптовой роще. Это очень красиво и очень полезно. Там же находится кемпинг, и вы можете взять палатку и отдохнуть с вашей семьей, наслаждаясь жизнью палатки. Внимание, обязательно, если вы идете с палаткой, берите все средства от комаров, которые можно взять, потому что их очень много, особенно на берегу. Ну и, конечно, третья часть региона Лачи — это Памос. У нас есть видео на канале об этом регионе. Этот отдых похож на отдых в Нормандии. Скалы выходят буквально из воды. Это черные вулканические породы, которые создают невероятный пейзаж. Там вы можете отдохнуть, насладиться уединением, природой. Я выбираю регион Памос для того, чтобы уехать туда и побыть 3-4 дня наедине с собой, перезагрузиться и найти себя. Ну и, конечно, минутка интеграции, куда же без нее. Если вы выбрали для себя регион полиса и Лачи для отдыха и не знаете, где снять виллу, то по ссылке под этим видео я оставлю переход на Airbnb на Art Escape Villa. Art Escape Villa — это вилла Виктории Величко, моей жены, которая принимает там арт-резиденции самых известных современных художников в мире. А в перерывах между этими резиденциями вы можете выбрать любой период года, арендовать эту виллу со своей семьей и
насладиться одним из самых лучших отдыхов на этом побережье. Переходите по ссылке, не стесняйтесь, вилла доступна со второй половины октября. Ну и, конечно же, стоит заметить, что после такого активного отдыха всегда хочется очень качественно и вкусно покушать. Поэтому, возвращаясь обратно из Голубой лагуны в порт Лачи, вы попадаете в портовые таверны. И здесь большая ремарка. Не выбирайте крутые рестораны, не выбирайте мишленовские рестораны. Выберите традиционную кипрскую рыбную таверну, и вы получите невероятный опыт вкуса кипрской национальной кухни. Поэтому выбирайте местные таверны, наслаждайтесь кипрским мезе, рыбой и получайте удовольствие от еды. Мы решили пообедать прямо в море, без лишней суеты, просто сесть, расслабиться и немного перевести дух под шум волн. На свежем воздухе вообще все ощущается по-другому. А если ты еще и на катере посреди моря, даже самая простая еда кажется еще вкуснее. Вот плывем себе все спокойно, и тут классика. Детям резко захотелось мороженого. Ну, как тут откажешь? Тем более, когда в Лачи это вообще не проблема. Тут даже в открытом море можно заказать доставку, и тебе реально привезут прямо к катеру. Кстати, если будете здесь весной, очень советуем заглянуть на местный рыбный фестиваль. С самого утра рыбаки приносят свежий улов, и все сразу готовится на месте. Вокруг музыка, вино и атмосфера настоящего большого семейного праздника. Все очень по-домашнему, по-кипрски. Что еще можно добавить? Это был теплый летний день, который мы провели среди живописных бухт. Заходили в Голубую лагуну, останавливались где хотелось. Купались, обедали прямо на воде. Рядом семья, вокруг море и ничего лишнего. Только тишина, солнце и то самое чувство, когда день хочется пересматривать снова и снова. Но уже вместе с вами на нашем канале. А мы тем временем двигаемся дальше. Для многих Кипр по-прежнему ассоциируется с сезонным отдыхом у Средиземного моря. И действительно, когда-то это было сугубо летнее направление. Но туризм развивается и уверенно осваивает новые форматы. Сегодня Кипр можно смело считать круглогодичным курортом. В то время как во многих странах зимой идут дожди, снег и заморозки, здесь весна. Все активно расцветает, температура днем редко опускается ниже плюс 15 градусов. И это отличное время для прогулок и исследования местных достопримечательностей. Если вы приезжаете на Кипр и берете машину в аренду, запаситесь максимальной страховкой. Это очень важно, потому что на Кипре водители не всегда ездят так, как привычно нашему человеку. Не показывают повороты, могут подрезать, могут совершать какие-то невменяемые поступки. Совсем недавно, в конце весны, у Вики была ситуация, когда она застряла между автобусом и проезжающей машиной. Это просто было невероятно. Как устроить пробку, как в Нью-Йорке, в Пафосе? Нужно, чтобы Вика выехала в центр города, и все, и ты сразу в центре событий. С той стороны пробка тянется аж до Украинского дома. С этой стороны, я думаю, до мола. Где-то страховая. Смотри, ты даже автобусы к себе притягиваешь. Я їхала і хотіла повернути. Я нічого, просто собі в лінії їхала на зелене світло з стрілочкою, повертала. А ця дівчинка боковим зором я побачила, що зараз в мене в'їдуть. І я не помилилась, мене таки в'їхали. Але оця от дура, ну тобі ж автобус, йому тут всі спокійненько об'їжджали мене, і в нас був доступ, розумієш? Але оцей мужик, я йому показувала так, не можна, не треба, ти не проїдеш, ти здоровенний, просто їжджай там і там зверни. І він такий, ні, я проїду, сказав він. Я кажу, ти застрянеш мені в бочину, ще в одну. Ні, все буде добре. Ну, будь ласка, тепер я поміж двома машинами. Поэтому берем страховку и не боимся ездить за рулем. Сейчас лето, и в июле-августе температура на побережье может достигать 35-38 градусов. Но если вы хотите сбежать от жары, отправляйтесь в горы. Одной из самых зеленых и красивых локаций для туристических поездок на острове является Тродос. Тродос – это горная гряда, которая расположена в центре острова, и это разлом тектонических плит Европы и Африки. Если вы никогда не были, приедьте, это действительно очень красиво. Полный фильм о Тродосе есть уже у нас на канале, вы можете посмотреть его и увидеть красоту региона. Мы снимали как раз зимой, когда все супер зеленое. Состоит Тродос из нескольких важных туристических точек. Во-первых, это город Платрес, который мы называем Кипрской Швейцарией. Это каменные дома, которые удивительно встроены
в ландшафт гор и создают неповторимый пейзаж. Обязательно поедьте. Там открывается сейчас большое количество новых отелей, гестхаусов, вилл, которые принимают большое количество туристов, и это действительно красиво и незабываемо. Кроме всего, в Тродосе расположен красивый отель Беренгари. Это историческое место, которое сейчас реновируется и трансформируется в новый спа-отель, и уже в следующем году готово будет принять первых гостей, которые любят горный отдых и спа-отели. Ну и одной из самых красивых точек острова является гора Тродос, непосредственно, где расположен горнолыжный курорт. Зимой он работает как горнолыжный курорт. Вы можете приехать буквально из 20 градусов с побережья Кипра и попасть в удивительный мир снега. Но сегодня мы отправимся в совершенно особенное место – новую астрономическую обсерваторию, которая недавно открылась в горах и уже принимает первых посетителей. Это по-настоящему уникальный проект для Кипра. Обсерватория расположена в регионе Киперунта, примерно в 35 километрах от Лимассола, в сторону северо-запада. Дорога займет около 40-45 минут на машине. Это идеальное направление для однодневной поездки. Итак, мы с вами находимся на высоте 1250 метров над уровнем моря в обсерватории Тродоса, которая открылась совсем недавно, в июле этого года. Это удивительная архитектура, удивительное здание, которое сделано в формате космического корабля. Как вы видите, оно вот-вот и взлетит. Архитектор этого здания Елени Целакис входит в 100 наиболее влиятельных женщин-архитекторов мира по версии РИБА. Это здание получило премию на Сингапурском фестивале архитектуры в 2024 году и является одним из самых красивых зданий Кипра. Я считаю, что это один из самых лучших архитектурных примеров, которые сегодня есть на Кипре. И пойдемте посмотрим, как это выглядит изнутри и какие возможности предоставляет обсерватория на сегодняшний день. Активности в обсерватории начинаются с просмотра документального фильма про Солнце. Несмотря на то, что я был во многих местах мира и видел достаточно большое количество фильмов, фильм, который демонстрируется здесь, очень интересный, несмотря на то, что вся обсерватория сейчас работает в тестовом режиме. Поэтому, приехав сюда, обязательно начинайте свою активность с просмотра документального фильма о том, как работает Солнце. Hello and welcome to the Troodos Observatory. My name is Ioanna and I will guide today. Экскурсия в обсерваторию оставляет спокойное, но запоминающееся впечатление. Здесь не развлекательный формат в привычном понимании, а вдумчивый образовательный подход. Все организовано просто, но со смыслом. Это место отлично подойдет для тех, кто хочет расширить кругозор, по-настоящему заинтересоваться астрономией или показать детям, что наука — это не только теория, но и живой интерес. Такие пространства важны. Они добавляют в туристическую канву Кипра новые смыслы. После прогулок по горам Тродоса, посещения обсерваторий, становится ясно – у Кипра много граней. Но давайте честно, не все туристы, приезжающие на остров, об этом знают. Мало кто заранее представляет себе прогулки по сосновым тропам, уютные семейные таверны в горах или обсерваторию, спрятанную среди кипарисов. Зато про два города Ларнаку и Лимассол слышали практически все. Во-первых, потому что большинство туристов прилетает именно в Ларнаку, где находится главный аэропорт острова. Это один из старейших городов на острове, но при этом он живой, светлый и невероятно теплый. Здесь более 25 километров пляжей. От оживленного Финикудеса до расслабленного Маккензи, где самолеты заходят на посадку прямо над твоей головой. Мы находимся на пляже Маккензи. Это самый близкий к аэропорту пляж. Здесь интересно наблюдать за тем, как садятся самолеты. Они буквально пролетают над пляжем, и все туристы, которые находятся здесь, могут наслаждаться зрелищем садящегося самолета. Маккензи – пляж со своей особенной атмосферой. Помимо широкой полосы песка и теплого моря, здесь кафе, бич-клабы и продуманная инфраструктура вдоль всей набережной. Где-то уютные лежаки под пальмами, где-то современные лаунж-зоны. Каждый находит здесь свой ритм, свой вайб и свое идеальное место для отдыха. Отдельного внимания в 2025 году заслуживают бич-клабы, которые развиваются на острове. Если раньше это были просто обычные пляжи, на которых выставлялись лежаки, то сегодня это целая инфраструктура, которая объединяет в себе и рестораны, и бары, и специальные условия для того, чтобы сделать ваш отдых намного качественнее и лучше. Вы только посмотрите на эту красоту. Кипр меняется на глазах, и туризм играет в этом ключевую роль. Каждый год остров принимает более 4,5 миллионов туристов, и эта цифра продолжает расти с каждым сезоном. Новые отели поднимаются вдоль побережья, реконструируются старинные улочки, улучшается инфраструктура, открываются
открываются новые рестораны и развлекательные комплексы. Тут же расположена марина, которая принимает более 450 яхт в себе и является центром яхтенной жизни Ларнаки. Если говорить о ценах на проживание в Ларнаке, то самые дешевые апартаменты обойдутся от 50 евро в сутки. Если говорить о 3-4-звездочных отелях, то здесь средняя цена будет достигать 140 евро за сутки, а если же вы решите остановиться в 5-звездочном отеле, то вам придется заплатить от 260 до 550 евро в сутки. Одним из самых приятных отдыхов на побережье как Ларнаки, так и Айанапы, конечно же, является отдых в своей собственной вилле. Знаете, что и в Ларнаке, и в Айанапе, и на побережье между этими двумя городами сдается достаточно большое количество вилл. Сутки будут стоить от 250 евро до 1000 евро. Это будут виллы 3, 4, 5 спальные, которые будут со своим собственным выходом к морю на пляж и обеспечат вам очень приятный и качественный отдых для вас и вашей семьи. Ну а если вы любите спокойный яхтенный отдых, то Кипр предоставляет разветвленные возможности аренды моторных яхт. От совсем небольших до 72-метровых красавиц, которые сделают ваш отдых максимально насыщенным и интересным. Самое время отправиться в одно из самых ярких и живых мест Ларнаки, ее сердце, набережную Финикудес. Это место, где каждый камень хранит историю. Рядом возвышается старая венецианская крепость с пушкой, которая веками охраняла город от морских нападений. Здесь встречаются традиции и современность, шум моря и ритм городских улиц. Когда ты идешь по Финикудес, ощущаешь, как город оживает вокруг тебя. Пальмы, тянущиеся к небу, создают уютную тень, а под ними кафе и рестораны, в которых собираются местные жители и путешественники со всего мира. И мы постепенно уходим от звуков прибоя и мягкого песка. Перед нами раскрывается живой город. Улицы Ларнаки, наполненные людьми, местные рынки с яркими фруктами и специями, а вдали морской горизонт, мерцающий под солнцем. Мы приближаемся к одной из самых значимых святынь города – церкви Святого Лазаря, построенной еще в IX веке, с ее массивными каменными стенами, арками и куполами. Это один из лучших образцов византийской архитектуры на острове. Церковь возвели на месте предполагаемой гробницы Лазаря, того самого, которого воскресил Христос. С тех пор она стала духовным центром Ларнаки, местом, где история и вера переплетаются особенно глубоко. Одной из самых емких частей туристического рынка Кипра является религиозный туризм. Ровно за мной находится церковь Святого Лазаря, которая привлекает десятки тысяч туристов со всего мира для того, чтобы причаститься и прикоснуться к святыне. Кроме этой церкви на Кипре расположено большое количество разных церквей, решающих практически любые проблемы и дающих воодушевление паломникам со всего мира. Основная святыня Кипра является Кикский монастырь, который расположен высоко в горах, рядом с кедровой рощей, и может предложить большое количество религиозных артефактов. Также очень интересной локацией является монастырь Христроятиса. Выглядит практически как эльфийский дворец. Кстати, монастырь Христроятиса имеет в своей базе винодельню, которая участвовала в съемках нашего сериала That's Wine, который участвует в конкурсной программе Кипрского фестиваля. Емкость туристического религиозного рынка достаточно большая. Поэтому, если вы интересуетесь инвестициями в туристический религиозный рынок, напишите нам, давайте запланируем встречу и поговорим на эту тему. Хочется поговорить о планах развития и перспективах Кипра на ближайшее время. У многих может возникнуть вопрос, почему Кипр так растет по туризму, по 15% в год. Во-первых, это обусловлено тем, что до 2013 года Кипр практически не развивал туризм и не привлекал новых туристов. Основной аудиторией были британцы, которые приезжали отдыхать на остров. С 2013 года правительство внедрило программу развития туризма как отрасли, поэтому Кипр участвует во многих выставках и рекламируется по Европе и вообще миру как новая локация, туристическая локация для людей, которые хотят отдыхать на море. А с 2016 года Кипр еще и продвигает горы как локацию для туризма. Параллельно туризм включает в себя людей, которые приезжают изучать Кипр как новую локацию для переезда. Почему? Потому что, как вы знаете, на прошлой неделе Кипрский парламент ратифицировал и принял новое законодательство относительно вступления страны в Шенгенскую зону. После вступления Кипра в Шенгенскую зону мы ожидаем увеличения стоимости ПМЖ на Кипре с 300 тысяч до 500, а может быть даже 800
тысяч евро для покупки недвижимости, потому что в соседней Греции стоимость ВНЖ составляет 850 тысяч евро, если вы покупаете недвижимость в Афинах, например. Да? Вот, поэтому всем, кто сейчас задумывается о том, чтобы купить ПМЖ, пожалуйста, пишите нам, обращайтесь для того, чтобы оформить это по более низкой цене, чем потом. Конечно же, мы поможем вам потом в любом случае, но сейчас это намного выгоднее. После насыщенного дня в Ларнаке мы отправляемся дальше, вдоль южного побережья Кипру, в сторону не первого, но и не второго города острова – Лимассол. Знаете, после Айнапа я долго думал, как рассказать о Лимассоле как о туристическом городе. И на самом деле Лимассол не туристический город. Это город для работы, это город очень важный бизнес-хаб острова. Это Кремниевая долина Европы. Это супер активно развивающийся инфраструктурный город. А это Ladies Mile. Это череда пляжей, которые находятся за Лимассолом по дороге в Пафос. Совсем недалеко от города, как вы видите за мной, очень четко прослеживается контур Лимассола. Что здесь можно делать? Здесь присутствуют все виды водного спорта. Здесь строятся самые модные бич-клабы города Лимассола, потому что в город приезжает большое количество молодежи, и им нужно где-то отдыхать и развлекаться. Это летняя тусовка непосредственно местных жителей города, которые приезжают сюда для того, чтобы отдохнуть на выходные или вечером со своими друзьями провести хорошо время на пляже и в ресторане. Совсем рядом отсюда находится военная база Акротири, и поэтому вы можете увидеть, как взлетают красивенные военные самолеты стелс, особенно в сегодняшнее время. На нашем канале мы выкладывали видео про блок-арт, и совсем рядом с заведением, вот, в котором мы сейчас находимся, можно покататься по высохшему соленому озеру на парусных автомобилях и испытать массу позитивных эмоций. А если вы, состоятельные туристы, приехали отдыхать в Лимассол, то, конечно же, ваша точка отдыха – это Land of Dreams. Это целый комплекс, который подарит вам бурю незабываемых эмоций и позволит испытать удачу на вкус. Ну, конечно же, если вы захотите вкусно поесть на Ladies Mile, выбирайте ресторан по душе. Мне очень нравится Captain Cabin, и здесь вы получите максимум гастрономического удовольствия, находясь в Лимассоле. Вдоль всего побережья Лимассола протянулась длинная пляжная линия, почти 15 километров, где каждый может найти свое место. От больших популярных пляжей с развитой инфраструктурой и зонтиками до уединенных уголков с диким песком и кристально чистой водой. Жизнь здесь кипит с утра до вечера. Утренние пробежки и кофе на набережной, дневные купания и прогулки, а вечером шумные рестораны, сияющие огни и музыка. И, конечно, нельзя забывать о роскоши и комфорте. Лимассол славится своими первоклассными отелями, которые сочетают современный сервис с неповторимой атмосферой острова. Если все же расценивать Лимассол как туристический центр, то здесь есть несколько мест, которые позволят вам отдохнуть и почувствовать себя действительно на курорте. Например, это отель Park Lane, в котором мы находимся сейчас. Отель с большой территорией, оборудованный с большим количеством разных услуг, в том числе и пляжного отдыха, который вы найдете буквально вот за мной здесь. Здесь хороший пляж, оборудованные террасы, много бассейнов, все условия для того, чтобы сделать отдых действительно полноценным и комфортным. Кроме отеля Park Lane, на базе Лимассола есть отель Амара. Этот отель находится практически в центре города, но также обладает большой территорией и способен создать ощущение отдыха, несмотря на то, что вы находитесь в бизнес-центре острова, в Лимассоле, в городской среде. Говоря о развлечениях, которые вы можете найти в Лимассоле, как в туристическом центре, можно сказать, что вы можете прогуляться по набережной Молос. Это оборудованная набережная на первой линии,
На этой набережной вы найдете прекрасные виды на небоскребы, на море. А также она продолжается мариной Лимассола, в которой размещено 650 яхт. Вы можете взять яхту, выйти в море и посмотреть на городской пейзаж Лимассола со стороны моря. Это очень красиво, особенно в вечерние часы. А также прогуляться по ресторанам, которые расположены в марине. Там вы найдете кухню на любой вкус, будет хороший сервис, красивый вид, ну и ощущение курорта и праздника за окном. Остров — это не только пляжи и море, но и возможность увидеть что-то другое, почувствовать глубину и многообразие культурных образовательных маршрутов. И это, кстати, хорошо видно, если обратить внимание на то, насколько богата историческая часть острова. Кипр — одно из немногих мест, где памятники тысячелетней давности можно увидеть буквально под открытым небом. Здесь не нужно идти в музей, вся история разворачивается прямо на маршруте. Одним из самых ярких примеров является Пафосский археологический парк. Он расположен прямо в черте города, недалеко от моря, и занимает довольно большую территорию. Парк представляет собой руины древнего города с хорошо сохранившимися римскими мозаиками. Особенно интересны виллы Диониса, Тесея, Орфея. Там можно увидеть сцены из мифов, охоты, быта. Все это выполнено с поразительной детализацией. Кроме мозаик, на территории есть античный театр, остатки городских построек, фрагменты колонн и храмов. Объект открыт для посещения круглый год, и даже неспешная прогулка по его территории позволяет почувствовать масштаб истории. Еще один важный памятник — археологический парк Курион, недалеко от Лимассола. Он находится на возвышенности с видом на море и сам по себе очень живописный. Здесь можно увидеть хорошо сохранившийся античный театр, в котором, кстати, проходят мероприятия, мозаики, термы и остатки общественных зданий. Все это фрагменты древнего города-государства, который когда-то играл важную роль на острове. Курион производит впечатление не только за счет истории, но и благодаря своему расположению. Вид на побережье, тишина, простые прогулочные маршруты — все это делает посещение комфортным и атмосферным. Курион — это средневековое город-государство, которое было организовано в XIII веке до нашей эры и представляло очень важную для Кипра историческую ценность. В 1930-х годах были проведены раскопки, и появился этот город. Этот город состоит из нескольких больших археологических частей. Мы с вами находимся в древнем амфитеатре, он находится прямо на берегу моря. И это уникальное место, потому что, во-первых, это древний амфитеатр, вы посмотрите, насколько он красивый. Во-вторых, это уникальное место для проведения массовых мероприятий. Весь Курион — это целый комплекс, который занимает более 1 квадратного километра площади. Как сказала одна моя хорошая знакомая, Кипр — это древние камни прежде всего. Поэтому не пропускайте эти достопримечательности, когда вы приедете на остров. Это действительно очень красиво и запоминающееся. А еще здесь бывают концерты классической музыки, которые, незабываемы по своему качеству и по своим эмоциям, которые вы будете испытывать, когда здесь будет играть классический оркестр. Каждый раз, заканчивая выпуск, мы стараемся выбрать подходящую локацию для финальной сцены. Ту, которая максимально передает настроение и суть всего маршрута. В случае с выпуском про туризм на Кипре с этим не возникло ни малейшей сложности, потому что есть одно место, которое по праву считается обязательной точкой для каждого, кто приезжает на остров. Если вы уже догадались, да, это камень Афродиты. Это, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Кипра. Ее можно увидеть в каждом туристическом буклете, на открытках, сувенирах и магнитах. Но несмотря на всю открытость, это место действительно заслуживает внимания. Здесь, по преданию, из морской пены вышла богиня любви Афродита. Местная легенда придает этому месту особую атмосферу. Но даже если отбросить мифы, само место впечатляет. Скалы, галька, прозрачная вода и горизонт, уходящий в море. Особенно красиво здесь вечером, когда солнце начинает опускаться за линию воды. Люди собираются на побережье, чтобы просто посидеть, посмотреть на закат, сделать фото и в тишине завершить день. Ровно за мной видите, он нестандартный. Совсем это камень Афродиты, из-под которого вышла Афродита из пены морской. И вот люди приезжают, а Афродита выходит и заходит, и так годами. Она уже и сама не рада, но легенда гласит, и Афродита выполняет свой долг, выходя из пены морской. Вот мы и в последней точке нашего путешествия. Прилетая на Кипр, вы можете испытывать целую массу разных эмоций. Вы можете наслаждаться рассветами из моря и невероятными пляжами в Айнапе. Вы можете продолжить ваш отдых дайвингом в Ларнаке и самым теплым морем на острове. Вы можете наслаждаться ритмом мегаполиса в Лимассоле и посещать самые модные и классные заведения на острове.
Вы можете поехать в Тродос и насладиться религиозным туризмом в самых древних монастырях и посетить обсерваторию, которую мы только что вам показали. Вы можете наслаждаться древними руинами и древними городами с историей в Пафосе, а также встречать самые лучшие закаты в море, которые можно только придумать, которые занесены в наследие ЮНЕСКО. Приезжая на остров, вы сможете побыть наедине с собой, отдохнуть с любимым человеком или просто найти приключения для всей семьи, а также посетить самые красивые места. Приезжайте на Кипр, наслаждайтесь островом, впитывайте его в себя, а возможно, когда-нибудь вы назовете Кипр своим домом. Подписывайтесь на канал, если это видео вам понравилось, оставляйте комментарии, мы обязательно раскроем вам Кипр по-новому и увидимся на солнечном острове.